Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня я хочу рассказать о настройке программы Voicemeeter Banana Advanced Audio Mixer. Об этом меня просили много раз мои друзья, знакомые, как правило, естественно, все стримеры. В настройках будут участвовать такие программы, как Discord, OBS и, конечно же, Cable Input и сам Voicemeeter. Программа многосторонняя. Ее возможности не ограничены. Они ограничатся лишь вашей фантазией. Для начала вам необходимо установить эту программу, скачав ее с сайта. Ссылка будет в описании. После скачивания и установки, следующая программа, которую необходимо будет установить, это VB Cable Virtual Audio Device. Для того, чтобы все получилось, его тоже необходимо установить обязательно. После установки данных программ, в настройках звуковых устройств у вас появятся такие выводы, как Cable Input, Voicemeeter AUX Input и Voicemeeter Input. А также в настройках записи появятся такие линии, как Cable Output, Voicemeeter AUX Output и Voicemeeter Output. Далее вам необходимо зайти в настройки вашего Discord и в устройствах ввода выбрать Voicemeeter Output и в настройках вывода Cable Input. Далее нам необходимо открыть OBS, в микшере аудио добавить новый источник звука. Назовите его, к примеру, Cable Input. Откройте его свойства и выберите в качестве линии кабель Output VB Audio Virtual Cable. Сразу объясню, для чего это. Ранее в настройках Discord мы выставили в качестве источника звука Cable Input, а непосредственно в OBS мы выбираем Cable Output. То есть звук, который будет идти с Discord, будет приходить в OBS отдельной линией, и он не будет попадать на запись, если вы его выключите, так как звук от игры будет идти отдельной звуковой линией. Теперь в OBS создайте линию VM Input или любое другое название, и в качестве устройства выберите Voicemeeter Input VB Audio Voicemeeter VIO. Это та линия, которая в системе будет выбрана звуком по умолчанию, и сюда будет приходить звуки с игры и с различных устройств помимо Дискорда. Ну что ж, мы с вами провели изначальные настройки, которые нам в дальнейшем помогут разобраться в данной программе, и будем их уже использовать окончательно. Заваривайте чаек, берите пряники, печеньки, что вы любите, приготавливайте, сейчас будет мозг чуть-чуть кипеть. Но я уверен, что по окончанию видео вы поймете полноценно, как работает данная программа, и у вас больше не возникнет необходимости искать гайды по настройке. Для простоты понимания, что, куда, откуда и зачем, я буду приводить схему в виде линий. Сейчас вы видите простейшую схему данной программы. Это основные линии. Левые три полоски – это входа, которые вы будете использовать, дополнительных источников звука и распределять так, как вам удобно. А посередине две полоски. Это и есть те самые звуковые устройства Voicemeeter AUX Input и Voicemeeter Input. Voicemeeter Input вы устанавливаете в качестве звука по умолчанию. И теперь все звуки системы, игры, браузеры будут по умолчанию выводить звук именно на Voicemeeter Input. Чуть позже я расскажу, зачем именно. Данные линии обозначаются символами B1 и B2. Звук для вас по схеме приходит сверху и выходит снизу. Допустим, Voicemeeter Input и в качестве вывода Voicemeeter Input. И на схеме они также идут по тем же самым линиям B1, B2. Но при этом каналы записи и звука не пересекаются. Не пугайтесь. Если вы на микрофоне выбрали B1, то он будет выходить на B1 канала записи. А если вы выбрали Cable Input или источник звука, то он выходить будет на линию звука, а не микрофона. Следующий шаг, не менее важный. Справа вверху в блоках А1, А2, А3 выбираем те устройства, на которые будут приходить отдельные звуки, которые будут миновать основную линию Voicemeeter Output. Конкретно в моем случае я в качестве блока А1 выбрал свои наушники, в которых я обычно играю и стримлю. В левом блоке слева, вверху, мы выбираем те источники звука, которые нам нужны.
Допустим, слева у меня направо выбраны следующие источники. В первом это микрофон, во втором это тот самый Cable Input, который снимает звук с Дискорда. Третий у меня не занято. Теперь на блоке Cable Input я нажимаю кнопку A1. И теперь звук, который снимается с звука Cable Input, попадает в мои наушники, которые выставлены в A1. То, что снизу выставлены B1 и B2, это неправильно. Так не должно быть. Получается, звук с Cable Output поступает на общий звуковой канал B1, который внизу, он же в параметрах звука. И таким образом звук с Cable Output поступает одновременно и в мои наушники, и в ту линию, которая уходит на запись в OBS как игровая. И в нее тоже будет поступать звук с Cable Output. То есть в разделе Cable Output должно гореть только A1. А B1 и B2 кнопки означают, что сейчас на данный момент звук идет еще и туда. Ну вот, в принципе, не так уж и сложно было. Теперь вы знаете, что, куда, зачем идет. Могу лишь теперь только привести общую схему и немного поговорить о том, как у меня это настроено для закрепления материала и для того, чтобы у вас не осталось вопросов. Если же вопросы останутся, обращайтесь ко мне в Discord, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Рассмотрим пример использования программы у меня. Как лично я ее использую. Использую я, кстати, достаточно скромно. Слева направо используются два источника звука. Микрофон и кабель Output. Микрофон поступает на канал B1 в параметре записи VoiceMeter Output и снимается OBS. Далее идет канал Cable Input. Сначала с настроек вывода Discord звук поступает на канал кабель Input. Далее он снимается OBS и выбран в банане, откуда поступает на канал A1, то есть в мои наушники. При этом на канал VoiceMeter Input звук не поступает. Таким образом, каналы мы разделили и можем глушить отдельно в OBS. Чуть позже я это покажу. Разберем на примере. Также слева направо, как настроен у меня VoiceMeter Banana. В OBS я в микрофон AUX выбираю в качестве приема звука VoiceMeter Output. AUX это который B2, это который B1. VoiceMeter Output, VB Audio VoiceMeter, VIO. Нажимаем ОК. Теперь звук идет, снимается он с микрофона, проходит через VoiceMeter Banana и далее идет на B1, то есть на VoiceMeter VIO. Если, соответственно, вы меня не слышите. Издеваюсь. Зачем это надо? Давайте посмотрим. Здесь можно изменять звук. Можно делать его громче. Можно делать его... Можно его изменять. Изменять до неузнаваемости. Я голос не меняю. Меняю только параметры звука. Двойное нажатие возвращает к исходному положению. Также можно делать порог срабатывания. И чтобы звук попадал в микрофон, мне надо уже довольно неплохо орать. Также можно его усиливать, компрессор. Также я его могу выводить на отдельные линии и на B2. С одного микрофона звук может поступать сразу и на B1, и на B2. Также я их могу здесь регулировать. И также микрофон изначально у большинства настроен на монорежим, то есть только на либо лево, либо право. Для этих функций используется кнопка моно. И тогда звук идет стерео. Он задваивается. Дальше у меня подключен кабель Cable Output. В настройках Discord выставлен в качестве звукосъемника Cable Input. То есть по сути он. Далее я в нем выбираю A1. И сейчас я слышу, о чем говорят непосредственно в Дискорде. Но при этом на общий звук Discord не попадает. И записи трансляции не мешает. Звук у меня, как вы видите, выбран по умолчанию. По умолчанию у нас звук
Это 8 метр input. Видите, звук идет через кабель с Discord. Таким образом, на Discord, на трансляцию он не попадает. Каким образом не попадает? Я просто его выключаю. Я его слышу в ушах, но в OBS он не попадает. Также, допустим, я хочу послушать музыку во время трансляции, но при этом не хочу, чтобы она попадала на Discord. Для этих целей я открываю «Открыть параметры звука», проматываем вниз дополнительные параметры системы. Выбираем Cable Input. Звук у меня сейчас попадает в уши. Видите? Я слушаю музыку в ушах, а на трансляцию он не попадает. А сейчас я его верну в устройство по умолчанию, и вы увидите, что заиграет эта шкала. То есть он будет попадать на звуковое устройство по умолчанию. Коим у нас выбран 8 метр input. И звук будет идти напрямую. И теперь на стриме его будет слышно. Он будет идти вместе с игрой одновременно. Еще раз. 8 метр input выбран устройством по умолчанию. Соответственно, любое приложение, которое будет запускаться, будет выводить звук именно на него. И здесь вы его выбираете как дополнительное устройство. А кабель input вы будете отдельно на любое устройство, которое хотите. Здесь вы можете выбрать. Не обязательно, как указано в схеме, динамики, наушники. Это может быть любое устройство. Ну, в общем-то и все. Спасибо, что досмотрели этот видеогайд по настройке 8 метр банана до конца. Надеюсь, я сломал ваши головы окончательно и потому был полезен. Ставьте лайки за старание, ведь я угробил полдня на это коротенькое видео. Рекомендуйте друзьям, не понимающим, насколько это крутая программа. Всем удачи, всем пока.